Людям нравятся сумерки. В этом времени суток есть особенная красота и легкий вау-эффект. Неудивительно, что сумерки – это одна из самых любимых тем в живописи, особенно в пейзаже. В рыбалке сумерки – это рабочее окно, когда меняется поведение хищных и мирных рыб. В охоте многие звери, олени, кабаны становятся максимально активными именно на рассветах и в вечерних сумерках. Даже в удачных рекомендациях по ковровому поливу объясняют, что лучше поливать растения именно в сумерках. В это время, естественно, выпадает роса и вода меньше испаряется. Но если заглянуть чуть глубже, то у сумерек есть четкая система. Они делятся на несколько ступеней, каждая со своими особенностями света и возможностями. Астрономы выделяют гражданские, навигационные и астрономические сумерки. И в этом видео мы разберемся, где начинается каждая ступень и чем они отличаются друг от друга. По-простому, сумерки – это переход между днем и ночью, когда солнце уже под горизонтом, но его свет все еще рассеивается в атмосфере. Мы солнце уже не видим, но небо еще светится. На небесных телах без атмосферы, например, на Луне, сумерек почти нет. Солнце зашло и сразу черное небо. На Земле же атмосфера работает как гигантский рассеиватель, и именно поэтому у нас есть красивые постепенные переходы из дня в ночь. Ученые договорились делить сумерки на 3 вида просто потому, насколько глубоко Солнце ушло под горизонт. Если говорить по-научному и представить, что горизонт это 0 градусов, то от 0 до минус 6 это гражданские сумерки, от минус 6 до минус 12 навигационные или морские, от минус 12 до минус 18 уже астрономические сумерки, и ниже минус 18 начинается астрономическая ночь. На самом деле цифры можно забыть, важнее ощущения. Гражданские сумерки почти как день, навигационные уже реально темно, но горизонт еще чуть-чуть видно. Астрономические для обычного глаза это уже ночь, но астрономы еще чувствуют разницу в своих исследованиях. Это важно. Начнем с гражданских сумерек. Они ближе всего к привычному нам дневному свету. Они начинаются сразу после захода солнца и длятся, пока солнце не уйдет вниз примерно на 6 градусов. На практике это 20-40 минут после заката в средней полосе России. В ясную погоду при гражданских сумерках света еще достаточно, чтобы спокойно гулять, собирать вещи, читать крупный текст. На небе при этом уже появляются первые яркие планеты. Например, Венера или Юпитер. И практически для нас с вами гражданские сумерки – это зона дойти куда-то без фонарика. Если вы идете от озера к машине, или возвращаетесь из леса к лагерю, или просто гуляете по поселку, ориентируйтесь так. Конец гражданских сумерек – это примерно тот момент, когда без фонаря становится уже некомфортно. В ПДД многих стран есть правило включать фары через 20-30 минут после захода солнца. Это как раз примерно конец гражданских сумерек. Поэтому планируйте маршрут так, чтобы самые рискованные участки пути закончились до этого времени. Все, что позже, только с фонарем, налобником или хотя бы ярким фонариком в телефоне. Дальше наступают навигационные или морские сумерки. Солнце уходит глубже, примерно от минус 6 до минус 12 градусов под горизонтом. По ощущениям, это уже по-настоящему темно. Без фонаря видно только общие силуэты. Цвета почти исчезают. Горизонт сливается с небом. Исторически это время было очень важно для моряков. В навигационные сумерки еще можно увидеть линию горизонта, и при этом хорошо видны яркие звезды. Штурманы измеряли их высоту над горизонтом с помощью секстана, чтобы определить положение корабля. В это время на природе можно делать активные дела только с фонариком. И никак иначе. Зато любители звездного неба уже могут начинать рассматривать созвездия и Млечный Путь, особенно если вы далеко от городских огней и нет Луны. Следующий этап – это астрономические сумерки, когда Солнце опускается от минус 12 до минус 18 градусов. Для обычного человека в этот момент небо уже выглядит как полноценная ночь. Оно темное, и никаких следов заката почти не видно. Но для астрономов и астрофотографов даже такое слабое подсвечивание имеет значение. Астрономические сумерки нужны именно для того, чтобы понимать, небо еще не идеально темное, и нужно подождать, когда этот период закончится и наступит настоящая астрономическая ночь. Пока идут астрономические сумерки, Солнце все еще слегка подсвечивает небо из-под горизонта.
Для слабых объектов, например, для галактик, туманностей, далеких звезд, это мешает, потому что фон остается ярче, чем должен быть. Когда же Солнце опускается ниже минус 18 градусов, астрономы говорят: все, наступила астрономическая ночь. Теперь можно ловить максимально слабые объекты. Небо стало настолько темным, насколько это вообще возможно в этом месте. Кстати, в городах же из-за светового загрязнения разницы между астрономическими сумерками и ночью обычно не заметить. Фонари засвечивают небо так сильно, что звезд мало видно даже в полночь. К сожалению, это так. Длительность сумерек сильно зависит от того, где вы сейчас находитесь и какое сейчас время года. Вблизи экватора солнце садится почти строго вниз, и сумерки очень короткие, темнеет буквально за 20 минут. В средней полосе России летом у вас есть примерно час-полтора от момента заката до полной темноты. На севере, в районе Петербурга и выше, летом начинается сезон белых ночей, который все так любят. Солнце уходит под горизонт совсем не глубоко, и настоящая ночь просто не наступает. Всю ночь что-то между днем и сумерками. Зимой, наоборот, бывает ощущение, что весь день – это одна большая затянувшаяся сумеречная зона. Порой спасает только витамин D. С сумерками связаны два популярных понятия – золотой и синий час. Когда случился бум ТикТока и появилось огромное количество обучающих видео по съемке коротких роликов, именно в этот момент большинство людей узнало про эти понятия. Золотой час – это время на рассвете или закате, когда солнечный свет становится мягким, теплым, чуть красноватым. Он особенно подходит для портретов природы и любых сцен, где важен приятный объемный свет. Это также самый романтический свет днем. Но точные границы этого времени разные в разных источниках. Например, приложение Photopills считает, что он длится от 6 градусов над горизонтом до 4 под ним. Другие же источники говорят, что от 0 до 6 градусов над горизонтом. В свою очередь, синий час наступает сразу после заката или перед восходом, когда солнце уже под горизонтом, а небо окрашивается в глубокие синие оттенки. В это время особенно красиво смотрятся города, архитектура, природа. Но его границы тоже примерно и тоже различаются. Photopills говорит, что от 4 до 6 градусов под горизонтом, другие приложения в диапазоне от 4 до 8 под горизонтом. На практике же сам фотограф или человек, который хочет увидеть природу, архитектуру в этом свете, решает, какой оттенок синего и золотого ему нужен. Лучше всегда ориентироваться именно на ваши глаза, чем на градусы и на все остальное. Они вас никогда не обманут. Подведем итог. Между днем и ночью у нас есть 3 вида сумерек. Гражданский, когда мы все еще нормально видим и можем дойти до дома без фонаря. Плюс там находятся наши любимые золотой и синий часы. Навигационные, когда уже нужен фонарик, но на небе видны звезды и горизонт. И астрономические, почти полная ночь для обычного человека и время, когда нужно подождать для астрономов и астрофотографов. И теперь, я надеюсь, что зная это, вы можете лучше планировать свои поездки и прогулки, ловить самый красивый свет и не попадать в неприятные ситуации, когда темнота застала вас в пути. Если тема сумерек оказалась для вас интересной, поставьте лайк, подпишитесь на канал. И пусть ваши сумерки всегда будут безопасными и красивыми. До встречи. Пока-пока.